Друзья, всем добрый день! Сегодня мы рассмотрим то, о чем вы меня очень давно просили. Мы рассмотрим свечные паттерны и вообще движение цены на свечном графике. Если вам, кстати, такой формат заходит, то обязательно проявите максимальную активность под этим видео, напишите комментарии, поставьте этому видео лайк и так далее. По вашей активности я пойму, нравятся вам ли такие видео или нет. Давайте с вами начнем. Если мы посмотрим на свечной график, то мы увидим кучу различных формаций. Это все история. В этой истории содержится информация о том, куда пойдет цена в будущем. Абсолютно весь анализ проводится именно за счет истории и многократного повторения. То есть к чему я веду? Ваш выход в плюс, ваша успешная торговля, ваши правильные прогнозы, вот они. Прямо перед вашими глазами. Сегодня у нас речь пойдет о паттернах, которые можно заметить абсолютно в любой точке графика. Что такое паттерны? Это закономерности, которые постоянно или с какой-то периодичностью срабатывают. Куда бы мы с вами ни посмотрели, там найдется какой-либо паттерн. Нам нужно лишь научиться их распознавать. Давайте именно этим займемся. Сегодня мы рассмотрим два основных паттерна, которые постоянно я использую в своей торговле. Но, ребят, помните, что паттерны сами по себе никогда не работают. Они работают в совокупности с чем-то, при подтверждении чего-то. Я это еще не раз повторю в этом видео. Итак, первое, на что нам стоит обратить внимание, как только мы открыли график, это свечи и их построение. Я говорю о том, куда цена движется. Зеленые свечи здесь указывают на движение вверх, красные свечи здесь указывают на движение вниз. Проще говоря, нам нужно определить тренд. Я думаю, что это самое важное в любой торговой стратегии. Далее нам нужно определить, кто в данный момент преобладает. Покупатели или продавцы. То есть, куда цены толкают сильнее, вверх или вниз. Как это делается? Это можно распознать по размеру свечей, по теням и по телам. Давайте разберем пример. Итак, друзья, на самом деле у всех свечей есть какие-либо названия. У всех паттернов, у всех свечей, у всех размеров. Но я не рекомендую их вам запоминать. Можно привести пример, допустим, с лицами. То есть вы встречаете человека, запоминаете его по лицу, он вам говорит свое имя, вы на следующий день забываете его имя, но лицо всегда остается в памяти практически. Вот здесь тот же принцип, то есть визуально запоминайте. Название — это бред. Там есть всякие названия: драконы, звезды, это все полнейшая дичь, это даже не запоминайте. Итак, первое, давайте рассмотрим большие свечи, то есть свечи с большими телами. О чем они нам говорят? О силе. О силе продавцов или покупателей. Смотрите, давайте отметим здесь такие большие свечи на понижение. Вот они. То есть они достаточно большие по размеру. Далее, давайте отметим зеленые свечи. Самые большие в этом отрезке графика. Вот они. И обратите внимание, что красные свечи намного больше зеленых свечей. О чем это нам говорит? О том, что продавцы, то есть те, кто тянут цену на понижение, здесь преобладают. Учитывая также то, что у нас идет в принципе тренд на понижение. То есть это все заметно. В данном конкретном канале у нас преобладают продавцы. То есть что мы уже из этого поняли? То, что нужно заключать сделки строго на понижение, желательно. Я просто параллельно подрабатываю швейцаром для кошки. А также прошу обратить внимание, что вот эти вот все свечи, которые я отметил, именно красные, они практически без теней. То есть тени совсем минимальные. Опять же, свечи без теней говорят об уверенном движении в какую-либо сторону. Итак, что у нас дальше? Давайте рассмотрим теперь большие свечи по размеру с большими тенями. К примеру, смотрите, у нас здесь есть две большие свечи с большими тенями снизу. Вот они. О чем нам говорит тень снизу? О том, что цену вытолкнули с уровня поддержки и теперь толкнули на повышение. На месте движения цены образовалась огромная тень, и свеча у нас закрылась вот здесь вот. То есть цену вытолкнули с уровня, это видно по тени. Большая тень говорит о том, что большая сила у покупателей или продавцов. Если тень находится снизу, то большая сила здесь у покупателей. То есть цену толкают на повышение. Обратите внимание, что произошло после этих свечей. Здесь цена пошла дальше на повышение какое-то время. И здесь также цена пошла на повышение какое-то время. Это у нас часовой таймфрейм. То есть, допустим, при тренде на понижение большая тень снизу может говорить о коррекции или о смене тренда. То же самое действует и с тенью сверху. То есть вот у нас свеча, тело свечи, здесь огромная тень,
И цену после этой свечи, скорее всего, какое-то время будут толкать на понижение. Ребят, это, кстати, уже и есть паттерны. То есть паттерны бывают и односвечными. Но я это не воспринимаю как паттерны, я это воспринимаю просто как понятные мне движения цены. Как потенциал движения цены. Далее, давайте теперь рассмотрим небольшие свечи. Примерно вот такие вот. Они говорят просто об неуверенном движении в какую-либо сторону. У цены, конечно, есть, да, здесь какое-то конкретное направление, но цену очень слабенько толкают вниз. По ним мало о чем можно сказать. Также у нас есть неопределенные свечи. Это вот такие вот свечи. Почему они называются неопределенными? Потому что цена не ушла ни вверх, ни вниз. То есть осталась на одном уровне. На уровне открытия. Это значит, что цена не определилась, куда она пойдет. То есть неопределенная свеча — это когда открытие и закрытие примерно совпадают. И здесь могут быть какие-то большие тени. Большие или небольшие. То есть цена у нас движется в каком-либо диапазоне и стоит в боковике. Но также неопределенные свечи у нас могут быть и такими. Сейчас я их нарисую. Давайте, пожалуй, найдем их на графике, чтобы было более понятно. К примеру, вот здесь, смотрите. Вроде бы цена открытия и закрытия примерно одинаковые, но цена потом совершила резкий импульс вниз. Здесь все дело в том, что сверху образовалась огромная тень, в отличие от тени снизу. То есть цену вытолкнули с уровня сопротивления резко и толкнули на понижение. Открытие и закрытие свечи у нас совпадают. Давайте нарисую. Вот, примерно так вот у нас свеча образовалась, тело свечи. А здесь образовалась огромная тень. Или, допустим, небольшая тень снизу. Вот эта свеча уже может говорить о силе покупателей или продавцов. Надеюсь, все это понятно. Здесь у нас происходит борьба, здесь у нас происходит преобладание. Здесь покупатели и продавцы борются, быки и медведи. Здесь у нас преобладают уже медведи. Кстати, почему быки и медведи? Потому что быки атакуют свою жертву снизу вверх, а медведи атакуют лапой сверху вниз. Такие вот понятия в трейдинге. Итак, теперь насчет паттернов. Все паттерны, которыми я пользуюсь, я выявил сам для себя, а потом только сверил с интернетом. То есть я очень много торговал, выявлял для себя, что работает, что не работает, что работает при каких условиях, что не работает при каких-либо условиях и так далее. И нашел для себя несколько паттернов. Вот сейчас мы разберем два паттерна. Первый паттерн — это паттерн поглощения. И параллельно с паттерном поглощения мы рассматриваем первое правило захода по паттернам. Нужно их рассматривать только у уровней. Запомните, это самое важное правило. Для входа в сделку нам нужно как минимум 3 подтверждения, чтобы зайти. Первое подтверждение — это уровень. Второе подтверждение — это паттерн. И вы можете найти еще какое-либо третье подтверждение. Или еще больше подтверждений, если хотите. Но как минимум должно быть 3. Здесь у нас есть уровень сопротивления. Вот он. На уровне сопротивления образовался у нас паттерн поглощения. Это не очень хороший пример паттерна, сейчас я объясню почему. Но смотрите, в чем суть. Тело красной свечи поглотило с собой тело зеленой свечи. Здесь, наверное, вам не очень хорошо видно, потому что я не приблизил. Давайте вот рассмотрим вот этот пример. Смотрите. Вот, здесь у нас тело зеленой свечи поглотило тело красной свечи. Паттерн поглощения говорит также о преобладании покупателей или продавцов. Если зеленая свеча поглощает красную свечу, то преобладают покупатели, то есть те, кто тянут цену на повышение. Если красная свеча поглощает зеленую свечу, то преобладают продавцы, то есть те, кто тянут цену на понижение. Я думаю, это понятно. Этим паттерном я часто пользуюсь для определения смены тренда или коррекции на более больших таймфреймах. Для определения потенциала, проще говоря. То есть я вижу паттерн поглощения, значит я понимаю, что цену толкают на понижение с большей силой, поэтому я заключаю сделки на понижение. Паттерны я рассматриваю и на больших таймфреймах, и на мелких таймфреймах. На больших таймфреймах я уже определяю потенциал, как я говорил, и на мелких таймфреймах я определяю импульсы. Допустим, на минутном таймфрейме паттерн поглощения может говорить об импульсе. То есть 1-2 свечи будут направлены в сторону этого паттерна. Ну как в принципе и на часовом таймфрейме. То есть вот у нас образовался паттерн. Представим, что это минутный таймфрейм. Все работает везде одинаково. Вот образовался паттерн на минутном таймфрейме. Я заключаю сделку на понижение на 2 минутки. 2 минутки цена идет у нас вниз. И паттерн у нас отрабатывается. То есть чем меньше таймфрейм, тем меньше время экспирации. Но все работает одинаково.
Конечно, на более мелких таймфреймах могут присутствовать более такие неадекватные импульсы. Это я вам говорю, потому что есть такое еще правило захода по паттернам в интернете, что чем больше таймфрейм, тем больше вероятность срабатывания паттерна. Да, конечно, это действительно так. Но тем не менее, паттерны в любом случае работают везде, на любых таймфреймах, начиная с минутного. Потому что меньше таймфрейма я не использую, поэтому не знаю. Поэтому вы можете находить паттерны на любых таймфреймах и рассматривать движения по этим паттернам. Итак, второе правило важное. Обязательно нужно ждать закрытия свечи, то есть полного образования паттерна, если вы новичок, конечно. Я могу себе позволить иногда зайти до закрытия свечи, но это опять же рискованно. К примеру, смотрите, давайте нарисую где-нибудь. Вот у нас есть зеленая свеча, далее у нас образуется от уровня сопротивления красная свеча, идет, вот таким вот образом уже образуется, но до закрытия свечи, допустим, остается 15 минут. Здесь вы решили зайти в сделку, потому что увидели паттерн, но свеча у вас не закрылась. В итоге за 15 минут цену толкнули на повышение, и она закрылась вот так вот, с большой тенью снизу. И здесь уже никакого паттерна не будет. Но вы, получается, зашли по паттерну. Поэтому важно заходить после закрытия свечи. Надеюсь, это понятно. Теперь небольшие условия по заходу на паттерн поглощения. Смотрите. Во-первых, если у нас вырисовывается тень на следующей свече, то есть на второй свече, которая образует сам паттерн поглощения, допустим, здесь у нас образовалась тень снизу. Вот при такой ситуации лучше не заходить, потому что тень говорит о том, что цену толкнули на повышение и, возможно, она продолжит свое движение вверх. То есть желательно заходить именно на уверенной свече. Вот на такой. Давайте я, к примеру, нарисую, о чем я говорю, чтобы было еще более понятно. Нарисуем опять же свечу на повышение и свечу на понижение. Вот, это у нас, допустим, паттерн поглощения. Смотрите, если у нас здесь образовалась большая тень, то здесь заходить опасно, хоть свеча и поглощает тело предыдущей свечи, поскольку цену толкнули на повышение. Но если же у нас тени нет, то паттерн считается уже более серьезным, более правильным, более надежным. Надеюсь, это понятно. Также при паттерне поглощения не рекомендуется заходить в коридоре. То есть представим, что у нас есть коридорчик, уровень сопротивления, уровень поддержки. Здесь вырисовываются наши свечи. Давайте я их так нарисую. То есть вот цена ходит туда-сюда, от уровня к уровню. Ну, представим, что эти свечи имеют какой-то цвет, просто движение в диапазоне я имею в виду. Теперь, к примеру, здесь образуется у нас свеча на понижение, здесь образуется свеча на повышение. У нас есть здесь паттерн поглощения, но цена движется в коридоре, поэтому, вероятнее всего, она не продолжит свое движение вверх, а продолжит свое движение вниз по диапазону, в котором она ходит. Но также в данных условиях паттерн может подтвердить наличие пробития коридора. Я этим как раз и иногда пользуюсь. Но опять же, если вы новичок, то в коридоре заходить по паттерну я не рекомендую. Строго по тренду, по развороту. Как вот здесь вот. Вот здесь. То есть был у нас тренд на повышение, паттерн указал разворот, и цена пошла на понижение. Теперь смотрите еще одну фишку отработки по паттерну. Вообще по всем паттернам, смотрите. Вот у нас, допустим, образовался паттерн. Здесь вы зашли на понижение. Если же цена после вашего захода ушла на повышение, опять же к уровню сопротивления, то навряд ли она пойдет дальше вниз. Если паттерн не сработал, то не топите по этому паттерну дальше. Просто учитывайте ошибки, заскринивайте эту ситуацию, разбирайте ее и так далее. Но не заходите повторно по паттерну. Только один раз. Обязательно это запомните. Это, ребят, у нас рынок. Рынок контролировать мы не можем. Поэтому просто запомните это правило. И давайте рассмотрим еще один паттерн быстренько. Вот, отличный пример. Смотрите, это паттерн, с помощью которого я захожу на пробитие. Здесь у нас имеется уровень поддержки. Я его нарисовал. На уровне поддержки у нас образовался коридорчик. Небольшая консолидация. Вот в этом месте. Если точнее нарисовать уровни поддержки и сопротивления, то вот уровень сопротивления и вот уровень поддержки. Теперь смотрите, в чем фишка. Здесь у нас образовалась свеча с большой тенью сверху.
с большой тенью от уровня сопротивления. Напоминаю, что это у нас коридор. После этой свечи у нас образовалось уверенное движение вверх. Увереннейшая свеча на повышение, которая закрылась выше, чем тень вот этой вот свечи. Это у нас и есть паттерн. Вот наш паттерн. Давайте все это сотру. Вот он. Я его использую именно в коридоре. Я определяю с помощью него выход из коридора и пробитие локального уровня. Что нужно в этом паттерне? Обязательно тень сверху от уровня и уверенное движение, то есть подтверждающая свеча. Как только свеча у нас превышает максимум нашей тени, я обычно захожу на пробитие. С помощью каких факторов я захожу на пробитие? Я опять же определяю потенциал движения цены. У нас здесь, допустим, есть трендовая линия поддержки, то есть тренд движется на повышение. Это первый фактор. Второй фактор — это тень сверху от уровня. И третий фактор — это подтверждающая свеча. Смотрите, в чем смысл? Вот эта свеча — это и есть паттерн, который может указывать на повышение. А вот это подтверждающая свеча, которая уже дает уверенное движение вверх. При этом у нас здесь есть уровень сопротивления, то есть эта тень служила тестом уровня, это опять же подтверждение. Общий тренд направлен на повышение, это еще одно подтверждение. То есть куча таких подтверждений для пробития уровня и для отработки паттерна. Напоминаю, что паттерны сами по себе никогда не работают. Они работают только в совокупности с чем-то, при подтверждениях. Поэтому вы можете рассматривать паттерны, рассматривать, как они лучше всего себя отрабатывают, при каких условиях и так далее. Сами на себе все это испытываете. Некоторые условия для отработки паттерна поглощения и вот этого паттерна на пробитие я уже вам сказал. Возможно, в будущем мы будем разбирать еще больше подобную тему. Поскольку сейчас уже видео достаточно долго идет, нужно заканчивать. Все, ребят, надеюсь, это видео получилось максимально полезным для вас. Очень над ним я постарался, поэтому обязательно поставьте это видео лайк. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Напишите в комментариях ваше мнение, ваши отзывы, вашу поддержку. Я буду этому очень рад. Помните, что ваша активность дает мне мотивацию делать подобные видео. Потому что для этих видео нужно гораздо больше времени, чем для обычной торговли онлайн. Все, ребят, подписывайтесь также на меня в Инстаграм, ВКонтакте, в сообщество Икигай. Все ссылочки будут в описании. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита и всем пока.